Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня общая молитва. Давайте начнем с того, что прочитаем одну главу из Библии. Да? Господь, благодарю Тебя за то, что Ты с нами. Мы читаем Слово Твое. Например, послание к Римлянам, 10 глава. И мы сейчас будем читать. А вы прислушивайтесь, что вам откликается. И потом напишите. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Смотрите, это относится фраза именно к тем, кто уже принял крещение Иисуса Христа, имеет Духа Святого. И вот он им рассказывает, что если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Это для нас. И подумай сейчас, многим ли ты рассказываешь об Иисусе, что через него только приходит спасение, и что Иисус есть Господь и Спаситель. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различий между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Вот это как раз то, чем мы должны заниматься. Как человек может принять Господа, если мы не будем о нем говорить? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. И, кстати, вот вы знаете, что каждое слово, оно лечебное в Библии, если его провозглашать. Вот если у вас какие-то есть проблемы с ногами, делайте то, что сказал Господь, проповедуйте Иисуса Христа, рассказывайте о нем, говорите Евангелие и повторяйте эту фразу: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Говорите: это мои ноги, как они прекрасны, а в них написано в Библии. Понимаете, и вы притягиваете вот это исцеление, вы делаете то, что хочет Господь, и получаете то, что написано о ваших ногах в Библии. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Смотрите, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Должно быть слышание от Слова Божия. Поэтому мы очень даже фильтруем то, что мы слушаем, и обязательно читаем Библию, обязательно общаемся с Богом, чтобы наша вера крепла. Да? Потому что то, что мы слушаем, то, как зерна какие-то взращиваются в нас, и мы потом в это верим. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их.
Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, и я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли, не искавшие меня, я открылся, не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Видите, Господь был всегда с каждым человеком, но особо он выделял Израиль. И они все равно его не слышали. Зацикленные, да, люди, зацикленные. Все равно в Библии написано, что какой бы ни был многочисленный народ Израилева, иудейский, спасется только остаток. Остаток – это тот, кто пойдет за Иисусом Христом. Также Бог, Он каждому простирает свои руки. И Он говорил не только к Израилю, конечно, Он говорил к языческим народам. Потому что когда даже в царю Вавилонском Он избрал его, что вот он будет как бы мечом в руках Божьих для того, чтобы наказывать в тот момент, да, евреев. Ну и он требует послушания. Требует послушания. Даже если ты в руках у Господа что-то исполняешь, но нельзя это делать от себя. Не надо думать, что ты такой прям сильный, у тебя так все получается. Нет, ты всегда должен знать, что это ты инструмент в руках Бога. Он тебя использует для того, чтобы принести Евангелие куда-то, для того, чтобы исцелять больных. Никогда не выходи из вот этого покровительства Бога, чтобы вот эта самость, она не росла. Да, вот я там могу, я то и все. Потому что это всегда приводит ни к чему хорошему. И если, допустим, Господь, мы с вами являемся зеницей ока Господа, и если кто-то на вас позарится, то, естественно, Бог отомстит, если вы дадите Богу мщение. И это месть, вы ее увидите, и вы увидите, что этот человек потом плохо себя чувствует, он может уметь и все что угодно. Если в вашем сердце родится какое-то зло, в том смысле, о, видишь как, так тебе и надо, это мой Бог отомстил, то хуже будет тебе. То есть все равно ты должен быть в смирении, смотреть на все как на волю Божью, того, что происходит, и ни в коем случае не радоваться неудачам других людей. Понимаешь, все, что происходит, всегда все равно надо пробивать в любви, в доверии к Господу. Каждый из нас, он работает над собой, над своим сердцем, чтобы нам становиться более похожим на Иисуса Христа во всем. Да, у нас есть пример, и Бог работает с нашим сердцем. И давайте поблагодарим Бога, что Он нас избрал, потому что многие слышат, но им говоришь, но они не слышат. Да? Слушают, но не слышат. А мы, слава Богу, с вами услышали и пошли за Богом. Да? Давайте поблагодарим Господа. Господь, и я благодарю Тебя за каждого из нас. Ты нас избрал, и мы пошли за Тобой. Ты работаешь над нашим сердцем, Господь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Мы уже не надеемся на свои силы, на себя. Мы надеемся только на Тебя, Господь. Только на Тебя. И мы делаем то, что Ты нам говоришь. Открывай нам больше себя. Мы хотим делать только то, что Ты говоришь нам. И мы хотим это знать, мы хотим это слышать. Мы хотим выполнять только Твои желания. Твои желания – это наша задача, Господь. Открывайся. Мы смотрим на Тебя. Мы хотим это знать. Доноси к нам, чтобы мы это услышали, чтобы мы это поняли. Открой наш разум, открой наше сердце.
Благодарю, благодарю, благодарю. То есть смотрите, когда мы что-то с вами делаем, наше сердце, оно нам подсказывает. Вот когда мы пребываем в Боге, у нас такое не суетное сердце, а оно в благодати находится. И мы что-то делаем, и вдруг мы что-то сделали не так. И сразу же сердце нам подсказывает, не, это не так. Надо сразу же покаяться, что это сделали, отречься от этого и идти дальше, повернуться в другую сторону. Бог, Он у нас в сердце, Он нам подсказывает. Главное, чтобы мы слушали. Понимаете? Кто понимает, о чем я говорю? Мгм. Бывает ли у вас такое, что вы действительно пребываете в этой благодати Божьей в сердце у вас, и потом что-то делаете, и вы понимаете, что вы делаете это от ума, потому что вы думаете, вот так надо сделать, а не так, как тебе говорит Господь. Бывает такое? Да, бывает. Как убрать лишние мысли, чтобы слышать больше Бога? Ну вот вера от слышания, не слушай ничего другого, кроме того, что если ты уже так, ну это, конечно, такая благодать, если действительно читать только Библию, слушать только Бога. И тогда все вот эти сорняки, если ты им не отдаешь свое внимание, ты за ними не идешь, они уходят. Смотрите, сейчас я вам покажу, как это. Мысли, они никогда не стоят на месте. Мысль, она течет, да? Она течет. Если вы ухватились за какую-то мысль, то это ваши проблемы, да? Любая мысль, она проходит. Допустим, если какой-то у вас стресс или вообще вы не хотите о чем-то думать, оно лезет. Допустим, если я вам скажу, не думайте о белой обезьяне, то почему-то именно о ней вы начинаете думать, да? Так вот, чтобы не цепляться за это, сейчас закройте глаза, делайте вдох-выдох и понаблюдайте, как сторонний наблюдатель. Вот любые мысли, которые идут, вас волнуют или не волнуют, просто смотрите, как они текут. Давайте вот 5 минут смотрите, вы увидите, как вы очищаетесь. Если вы боитесь что-то забыть, возьмите карандаш и запишите это, но не держитесь за эту мысль.
Аминь. Поделитесь, пожалуйста, что вы для себя вот открыли, поняли или ощутили. Получилось ли у вас мысли отпускать? Вы должны запомнить, их не надо убирать, они просто проходят. Мгм. Концентрация была на благодати и спокойствии сейчас. Вот когда у вас какой-то стресс, вы боитесь, не хотите эти мысли, чтобы они были у вас в голове, просто вы не убегайте от них, а позвольте им просто течь, и они как вынесутся из вашего мозга. Вы за них не держитесь. Просто мысли проходят, и за что-то вы начинаете эмоционально держаться. Нет, позвольте этому уйти. Не держитесь. Если вы вот так в спокойствии будете сидеть с Богом, то вам будут приходить какие-то мысли, что вам, может быть, надо сделать или еще что-то. Возьмите лист бумаги и все вот эти задачи вы записывайте. Лучше в тетрадку отдельно, да? И вы высвобождаете свой мозг, потому что вот лобные отделы мозга, они способны выполнять только где-то 7 в среднем задач, да? И вот если вы держите какие-то мысли в своей голове, а, то вы как мешаете течь мыслям. Вы, когда отпускаете эти мысли или их на бумагу выносите, да, не стремитесь их запомнить, то следующее приходит. Таким образом, опустошая свою голову, вы начинаете принимать именно мысли от Бога. Понимаешь? Пришли много мыслей разных в конце о Христе. Вот. Обязательно выносите все свои задачи на бумагу. Это есть такая глупость, что говорит, я буду помнить свои задачи, тогда у меня будет тренироваться память. Понимаешь, это просто стресс. Потом у человека начинаются разные болезни, он не может понять, почему, да. Выноси это все на бумагу. Так мозг построен, тебе надо его опустошать, и тогда ты сможешь получать новое, да. Допустим, у тебя коробочка, там только 7 сегментов есть, и ты все это держишь, запоминаешь, когда, то куда сюда впихнется послание? Да никуда. И а если, допустим, ты хочешь что-то запомнить, прилагаешь усилия, но приходит новая информация, она то, что старую вытесняет. И вот так вот вытесняет, и тоже проходит в конце концов, да. Все, что тебе надо, выгружай на бумагу. В конце концов, ты увидишь, что тебе приходит от Бога. А что он мне сказал? Вот, ты начнешь отличать. Аминь. Кто будет выгружать на бумагу вот, задачи из головы? Поставьте плюсик. Кто еще? Это напряжение снимает. Это настолько важно, и вы будете слышать желание Бога. Вы будете выгружать, и увидите, что как. Вот даже когда сидите, вот 5 минут просто позволяете. Знаете, вот у меня была такая недавно ситуация, я тоже хотела бороться с этими мыслями, мне так атаковали, это вообще. Нашли там страх такой во мне. Я просто так села, и минут 10 я позволяла этому все пройти, да. То есть я сопротивлялась, я ставила преграды, что угодно, чтобы не было этих мыслей. Но они все равно, как белая обезьяна, они приходят. Я позволила им просто пройти, да. Они прошли, и мне стало легче. Ну, поверьте, не надо бороться, позвольте просто пройти. Но смотрите, как посторонний наблюдатель. Аминь.
не можешь обещать, это ты для себя обещаешь, да? Чтобы стресса было меньше. Хорошо, смотрите. Надо пропитываться вот присутствием Господа, пропитываться, когда мы читаем Библию, когда мы с Ним общаемся, когда мы встречаемся вместе, молимся, мы пропитываемся Господом. Мы просто вот эту атмосферу создаем. Вы, если приходите на эти молитвы, и вы находитесь в доме, помимо того, что вы сами в доме своем читаете молитвы, вы сами молитесь, и тут еще вот такая общая атмосфера божественная, у вас тогда в доме будет меньше ссор, больше благодати, потому что это будет территория Иисуса Христа, больше славы Господа будет, больше чудес будет здесь, да. Пускай ваш дом, он будет именно окутан славой Божьей, пускай там будут чудеса, пусть будет мир во имя Иисуса Христа в вашем доме. Пусть будет мир. Обращайте внимание, потому что вот каждое ваше слово, оно, сказанное в этот мир, оно является либо благословением, либо проклятием. Да, я это говорю вам, наверное, всегда, каждый раз. Поэтому всегда смотрите, о чем вы говорите. Если у вас какие-то там неприятности или еще что-то, позвольте этим мыслям пройти. Да, это случилось, хорошо, какие выводы я сделал. То есть из каждой ситуации надо сказать, какие я сделал выводы, что я буду делать по-другому. Не надо держать в памяти, что там случилось. И просто скажи, вот я буду делать в такой случай вот так, так, так. И не неси этот мусор в мир. И не повторяй. И если ты видишь человека, не надо повторять, что он там дурак, или у него не получится, что-то больной. Это опять-таки проклятие. То есть ты говоришь, как камень бросаешь на человека. Нет, вот как еврейские мамы, они говорили, ну как ты мог так сделать? Ты же будущий адвокат, ты же такой умный, да? Вот возьмем этого психолог, как он, Фрейд, да? Он же был вообще двоечником, скажем так, вообще никакой. А мама в него верила, она говорит, а ты что, ты же великий человек, о тебе же будут говорить, весь мир будет о тебя знать, ты, хотя он вообще никак, да? Вот, и в конце концов о нем говорит весь мир. Насколько важно, что ты говоришь в жизни человека. Не надо смотреть на иллюзию, что ты видишь. Нет, говори, что ты справишься, у тебя все получится, я знаю, да? И это называется благословение. Вот мне понравилось свидетельство, вот, слушала вчера тоже одного пастора, он мне напомнил об этих благословениях и проклятиях. И он говорит, что какой-то он построил оркестровую яму и призвал людей, чтобы пришли играть в ней. $40 000 заплатил за нее. Никто не приходил. И он тогда ходил по этой яме и говорил, что вообще зачем ты нужен, зачем я вообще потратился на тебя, и говорил слова проклятия. Потом он услышал, как его говорит, стоп, зачем ты это говоришь? И он говорит, Господь, а что мне надо говорить? Это же ты проклинаешь. Он говорит, как я могу проклинать? Я же пастор, я не могу проклинать. Вот ты проклинаешь, когда говоришь плохие вещи, да? И он начал, наоборот, говорить хорошее про эту оркестровую яму. Во-первых, он покаялся в том, что он говорил, да? Отрекся от всех этих слов. Помолился, чтобы разрушилось вот это проклятие, да, и никогда больше не действовало, да, аннулировалось вообще, да. И тогда буквально на следующий день пришли люди и стали играть в этой оркестровой яме. Смотрите, если у вас есть такая ситуация, и вы знаете, что вы в нее говорили много плохих слов. По идее, да, вы говорили правду, с одной стороны, да, но это было проклятие все равно, да. Поэтому вот вспомните об этой ситуации.
которую вы бы хотели изменить, вы не хотели бы видеть эту ситуацию проклятой. Покайтесь перед Богом, что вы говорили вот именно плохие слова и думали плохо об этом человеке. Это могут быть дети, знаете, это может быть муж или еще квартира, что угодно. Отрекитесь. Прямо скажите: Господь, удали, пожалуйста, Дух Святой, удали, пожалуйста, все слова, которые плохие я говорила в адрес своих детей, в адрес дома, чтобы и следа не осталось. Я отрекаюсь от этого сказанного и аннулируется, пускай это все аннулируется, как будто не было. Пускай переломится хребет в этой ситуации. Вот. И чтобы эти слова никогда больше не могли влиять. То есть благословение — это то, что мы говорим и что мы хотели бы видеть в своей жизни. А проклятие — это то, что мы говорим, и мы бы не хотели этого видеть в своей жизни. Понимаете? Так, поставьте единичку, кто сделал. Кто аннулировал сказанные плохие слова. Угу. Хорошо. И вы об этом должны помнить, потому что почему мы переживаем одно и то же? Потому что мы говорим одно и то же, да? Наоборот, давайте будем мудрыми, как мамы еврейские, да? Говорите о ребенке хорошее, допустим, о своих детях, да? Если он что-то сделал, покажите, что это неправильно. Она говорит: ну ты же будешь знаменитым, о тебе же будет весь мир говорить, ты же будешь самый лучший там адвокат, учитель, там еще что-то, да? Говорите в жизнь ребенка только хорошее, только хорошее. Говорите в свою жизнь, потому что когда человек, допустим, ты за него молишься, а он все равно там где-то, все равно ничего не получится, или уже сколько там было, и все такое прочее, это тоже самопроклятие, да? Аннулируйте это все, то есть покайтесь в этом, отрекитесь и переломайте этому хребет, этим словам, чтобы они никогда не повлияли. Аннулируйте их, да? Никогда не повлияли на вашу жизнь. Аминь. Вот. И будем с вами тогда жить только в благословении. Друг другу мы будем говорить только благословение. Будем, а что значит благословлять? Это говорить то хорошее, что вы хотите видеть. Вот я говорю, вашу жизнь, что вот слава Божья, она будет проявляться в вашей жизни. Обязательно. Там, где вы, там будет проявляться слава Божья. Вы ходите, а слава Божья проявляется. То есть это такое присутствие Божье. Люди будут ощущать это присутствие, будут каяться при вас, где вы будете появляться, отдавать свою жизнь Господу, исцеляться. Приходите вы, а это Иисус приходит. Вот такая сила будет в вас проявляться во имя Иисуса Христа. Аминь. Это такое вот мне мое пожелание к вам. Хорошо, дорогие друзья. Напишите, о чем мы сегодня будем молиться, что бы вы хотели, чтобы мы промолили. За Илью воскрешение тонкого кишечника и осознанного клапана. Аминь.
Хорошо. Давайте за Илюшу, мальчика, молимся сейчас. Господь, благодарим Тебя за Илью. Пусть разрушится семя всякой немощи, болезни в кишечнике. Господь, Ты все можешь. Господь, я прошу Тебя, дай мне новый кишечник, идеальный кишечник во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю для Ильи этот новый кишечник, новая жизнь, новое пищеварение. Прямо сейчас. Аминь. Господь, благодарю за полное исцеление, за новый кишечник Ильи. Идеальный кишечник. За норму пищеварения, Господь. Полное исцеление. Полное исцеление, Ильи, полную свободу. Благодарю, Иисус Христос. Благодарю. Аминь. Помолитесь за здоровье моей дочки. И мое мучает температура. Кашель, хорошо. Протяни вперед руки. Молюсь. Во имя Иисуса Христа я приказываю все мышцы, все нервы, горло и грудной клетки. Уядви ее дочки Кармелы. Прямо сейчас расслабьтесь, встаньте на свое место и исцелитесь. Во имя Иисуса Христа. Благодарю, Иисус Христос. Благодарю за полное исцеление, полную свободу. Жизнь теки. Жизнь теки. Благодарю, Иисус Христос, благодарю, Господь. Полное исцеление, полная свобода. Аминь. Как сейчас? Проверяй себя. Что ощущала? У всех, у кого болит горло, вперед протяните руки. Вот, и обратите внимание на горло и грудную клетку. Я молюсь. Во имя Иисуса Христа я приказываю все нервы, все мышцы, горло, в области горла и грудной клетки этих людей. Расслабьтесь, встаньте на свое место и исцелитесь. Вирус, умри во имя Иисуса Христа. Жизнь теки. Полное исцеление с макушки головы до пят. Полное исцеление с макушки головы до пят. Кашель исчезни. Нет тебе здесь места. Все нервы, все мышцы грудной клетки и горла. Расслабьтесь, встаньте на свое место и исцелитесь. Прямо сейчас благодарю Иисус Христос. Аллилуйя. Аминь. Полное восстановление здоровья с макушки головы до пят. Господь, благодарю. Полное исцеление, полная свобода. Всякий нечистый дух, выйди вон. Благодарю, Иисус Христос, благодарю, Господь. Аминь. Ага. Так, кто-то у нас тут звук не выключил. Беру микрофон. Да, выключите. Хорошо. И пишите еще. Сегодня молилась за Павла, водопроводчика, боль в пояснице, возможно, грыжа. Он сказал, он почувствовал тепло, рассказал ему Евангелие. Поддержите в молитве за исцеление позвоночника, чтобы пришел к Иисусу. Господь, благодарю Тебя за Павла, водопроводчика.
Ты так его любишь. Господь, пусть слава Твоя сойдет на него. Я приказываю всем грыжам втянуться во имя Иисуса Христа, всем мышцам в области поясницы, всем нервам расслабиться, стать на свое место и исцелиться. Грыжи исчезните во имя Иисуса. Полное исцеление. У него справа, да, это такая штука. Полное исцеление, полная свобода. Благодарю, Иисус, благодарю, благодарю, благодарю. Тарапа, 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 тарапа. До конца, до конца. Полное исцеление, полная свобода. Тарапа, 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 тарапа. Исцеление, жизнь тики, жизнь тики, жизнь тики. Господь, благодарю за то, что Ты его приводишь к Иисусу Христу. Тарапа, 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 тарапа. Пускай жаждет его сердце, жаждет. Тарапа, 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 тарапа. Аллилуйя, аминь. Хорошо, давайте еще за кого? Как ваше горло? Напишите, как горло. Горло исцелились. Оно может сразу, может по-разному. Через время. Как только приходит какой-то симптом, руки вперед и приказывайте нервным мышцам расслабиться, встать на свое место и исцелиться. Угу. Хорошо. Так, давайте помолимся за мою сестру. У нее сегодня день рождения. Ирочка, двоюродная сестра. Господь, благодарю Тебя за Ирочку. Благодарю, благодарю. Прославься в ее жизни. Господь, пусть исцелится ее щитовидная железа во имя Иисуса Христа. Всякий стресс я проклинаю ее в ее горле, в ее щитовидке. Проклинаю всякое семя стресса во имя Иисуса. Пусть будет полное исцеление, полная свобода. Господь, благодарю. Полное исцеление, полная свобода. Господь, благодарю, благодарю. Пусть будет воля Твоя на ее жизни. Пусть она придет к Иисусу Христу, отдаст свою жизнь Ему. Благословение на ее семейную жизнь, на ее бизнес, на ее здоровье. Аминь. Аминь. Помолимся за финансы. Угу. Господь, благодарю Тебя за Твое финансовое обеспечение своих детей. Я проклинаю всякое семя, безденежье. Во имя Иисуса Христа я приказываю исцелиться финансовому телу в жизни каждого верующего человека, кто слушает эту молитву сейчас. Во имя Иисуса Христа. Деньги теките. Господь, благодарю Тебя за полное Твое обеспечение. Господь, мы просим прорыв в финансах. Пусть финансы приходят легко. И это всюду во имя Иисуса Христа. Финансы к нам идут глубоководными водами со всех сторон во имя Иисуса Христа. Ежедневно, даже когда мы спим, деньги приходят к нам. Господь, мы благодарим Тебя за Твое обеспечение. Пускай будет изобилие в этой сфере. Божья благодать. Мы являемся каналом Твоим, Господь. Мы получаем деньги и отдаем их Божьим людям тоже финансово, помогаем. И делай нас, Господь, Твоими руками, благословение других людей. Благодарю, благодарю, благодарю. Аминь. Да, надо молиться, чтобы не быть ведром, а быть каналом. Тогда ты отдашь, а потом на следующий раз придет тебе
Не обращайте на это внимание, да, когда вы даете Божьим людям деньги, помогаете, то к вам приходит поддержка. Ну, то есть вы сеете, а потом вы помогаете, получаете. Вот я недавно тоже посеяла, девушка попросила денег, ее там не ну, она верующая такая, которая молится, да, как мы. Не хватало там за что-то заплатить, за кружок там по танцам. И на следующий день мне Бог дал в 10 раз больше. Так, ниоткуда, да? Смотрите, делайте это, смотрите на свое сердце, потому что Бог, Он всегда смотрит в сердце, да? Уберите страх. Если вы будете рассчитывать только на себя, то это плохо. Начните делиться, и тогда вы увидите, что Бог вас поддерживает. Аминь. Как Бог говорит, давайте из нужды. Вот как это пришла, помните, бабушка и отдала 2 монеты каких-то, да? Это было пожертвование. Ее Бог наградил, конечно. Аминь. А кто уже заметил, что когда вы являетесь как трубой, каналом, да, то вам приходит больше денег, чем когда вы там боитесь и думаете, вот я не это, я буду сохранять, потому что как будто вы что, мне бы самой бы хоть хватило, да? Вы должны эти вещи замечать и жертвовать с радостью, да, зная, это должно быть знание, что это пассив. Вот я хочу вырастить яблоню, я сею сейчас семечко. Вот я знаю это. Чего я должна сомневаться, да? Это воспитание себя. Аминь. Хорошо, дорогие друзья. За кого еще помолиться? Таечка, давайте за тебя помолимся. Давай. Дорогой Господь, Отец Небесный, я благодарю Тебя, что Ты избрал нас всех в Иисусе Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Тобой любви. Я благодарю Тебя за Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, и за Духа Святого, который собрал нас вместе для познания истины. Я благодарю Тебя за Ирину, которая уверенно и неотступно защищает истину Твою, Отец, посреди лжи и заблуждения этого мира. Благодарю, Господи, Ирину, главой и не хвостом. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Ирину и благословляю ее Твоим святым именем. Благодарю Тебя, что Ты наполняешь Ирину своей любовью и мудростью, что ведешь в глубины откровений. И пусть в ней умножается присутствие Духа Иисуса Христа. Ирина мудра, как змей, проста, как голубь. Она божественна. Отец, открывай духовные глаза, просвети очи сердца, дабы мы познали, как безмерно величие могущества Твоего в нас. Используй Ирину, исцеляй, освобождай через нее моментально. Пусть все ее слова от Бога сопровождают чудеса и знамения, и пусть Твоя сила высвобождается через Ирину на всяком месте, куда бы ни ступала ее нога, за кого бы она ни молилась. Слова ее – это слова Отца, и они творят дела. Господи, умножай мне силу Твою, чтобы служить Тебе. Пусть Твоя живая церковь входит в славе Божьей. Я провозглашаю победу крови Иисуса в жизни Ирины. Кровь Иисуса Христа и огонь Духа Святого очищает ее душу и тело. Во имя Иисуса Ирина здоровеет, молодеет, стройнеет, с каждым днем источает благодать и жизнь. Отец, я молю во имя Иисуса Христа, пусть Твое благословение покроет ее жизнь, пусть Твоя благодать умножится, пусть все задачи мирские решаются быстро и сами собой во имя Иисуса Христа. Пусть у нее будет новый, красивый, уютный дом. Пусть Божья благодать пребывает на всех, кто будет рядом с Ириной. Господь, Ты пастырь ее, она ни в чем не будет нуждаться. Ирина окружена и защищена священным ореолом божественной любви. Не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Ирина научит беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Благодарю, Господи, что Ты благословляешь Ирину, ее семью, всеми благословениями Авраама. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аминь. Аминь.
Хорошо, дорогие друзья, я вас очень люблю. Спасибо, что приходите на наши общие молитвы. Всех вам благословений. До новых встреч. Пока-пока.